Так как край стекла не ограничивает никакие уплотнители и резинки, мы можем резать непосредственно по краю стекла, то есть оперевшись ножом на край стекла, да, используя его как опору, тем самым край стекла получится очень ровный и красивый. Итак, ребят, я подрезал стекло с 4 сторон. Теперь финальная проверка. Нужно выставить пленку, то, как она у вас будет наклеена на стекло, то есть с теми зазорами, которые у вас будут. И еще разочек ее раскатать, посмотреть, все ли у вас хорошо, то есть нигде там каких-то складочек не вылезло лишних. Убедиться в том, что установка будет беспроблемной. В плане подрезки я от себя могу порекомендовать всегда приоритет отдавать верхнему краю. Ну, я имею в виду то, что, скажем так, какой у вас отступ будет снизу под капотом, это не так важно, потому что, во-первых, его практически не видно, а во-вторых, скажем так, мы же все-таки пытаемся защитить лобовое стекло, да? Поэтому чем меньше отступ сверху, тем больше защита. Вот, поэтому у вас снизу может быть там хоть 5 сантиметров, ну в кавычках, да, а сверху пускай лучше будет миллиметр. Во-первых, это очень красиво смотрится, клиентам это нравится, вот, ну и вы реально закрываете такую опасную зону, куда может прилететь. Вот, потому что я периодически встречаю работы своих коллег, которые отступают сверху там, по сантиметру, вот так вот, по 1,5. Вот. И, ну, честно говоря, да, конечно, стекло защищено, но можно сказать, что оно очень не полностью защищено. То есть, если прилетит в это открытое место, то получится, что человек потратил деньги, купил пленку, но она не работает. Вот. И это было уже понятно на этапе выдачи машины, да, когда человек видел, что здесь много открытого места, вот, и ему сказали наверняка, что это нормально, по-другому эта пленка не клеится. Вот, я вам сейчас на примере этого стекла покажу, каким отступ может быть сверху, да, чтобы вы понимали, ну, вот, такую примерную картинку, к чему нужно стремиться. Я не гарантирую, что у меня будет вообще там просто микроны, да, но постараюсь сделать в допуске 1-2 миллиметра. То есть я считаю это нормально, допустимо и желательно все стекла свои делать в таком ключе. Итак, у меня все хорошо, пленка лежит идеально. Все, теперь можно снимать ее с стекла и уже готовить непосредственно стекло к нанесению. То есть я говорю про то, что его нужно тщательно помыть, переднюю часть крыши тоже нужно помыть. И после этого все нужно высушить. И я лично делаю так, я обрабатываю края стекла, ну где-то по 5 сантиметров по периметру чистым спиртом, ну как бы обезжириваю. Вот. Мне показалось, я это попробовал, и мне показалось то, что таким образом пленка все-таки цепляется лучше и держится на стекле лучше. Сейчас я смою пыль с капота, потому что я на него буду класть пленку, и с капота обратно на стекло. Я знаю, что есть способ, когда Clearplex или другие лобовые пленки устанавливаются самостоятельно, то есть одним человеком, и не нужно делать того, что я делаю сейчас, но я, к сожалению, этого не умею пока что. Вот, поэтому покажу вам способ, которым я могу достичь вот какого-то результата. Вот, для этого мы моем капот, чтобы не было лишней грязи, которая может быть на лицевой поверхности пленки, потому что когда вы будете прожимать воду, если поверхность пленки будет грязной, вы можете поцарапать. Соответственно, сейчас нужно еще то же самое сделать с лицевой стороной Clearplex, то есть нужно просто разочек смыть сгоном, чтобы убрать лишнюю пыль, лишнюю грязь.
И после этого можно класть пленку на капот. Поверхность капота необходимо смочить, чтобы пленка у вас не укатилась, потому что если капот будет сухой, то Clearplex будет очень здорово кататься. Теперь мы аккуратно стягиваем пленку со стекла. Нужно делать все спокойно, аккуратно. Помните, что заламывать пленку нельзя, иначе на ней будут такие неприятные заломчики оставаться, следы. Вот. И нужно положить ее на капот. Теперь можно начинать готовить стекло, помыть и обезжирить. Ребят, я уже подготовил стекло. Сейчас нужно подготовиться к тому, чтобы накинуть пленку на стекло. Для того, чтобы не хвататься за клеевой слой, чтобы безболезненно положить пленку на стекло, я использую такие кусочки полиуретана, которые я клею на лицевую поверхность Clearplex. Да, ну такие вот просто держалки получаются. Вот. И спокойно открываю клеевой слой, да, и не хватаюсь за саму пленку. Тем самым мы безболезненно кладем материал на стекло. Прежде чем открывать Clearplex, надо его сверху тоже намочить, чтобы сбить статику и прибить ту пыль, которая может лежать либо на пленке, либо где-то рядом летать. Открывать надо потихонечку, не надо открывать весь лист сразу. И клеевой слой промачивать нужно тщательно, потому что если вы оставите сухие места, то в тот момент, когда вы будете позиционировать пленку, клей можно порвать. Теперь мочим само стекло. Старайтесь верх стекла слишком не заливать, чтобы не попадало на крышу, чтобы с крыши ничего не лилось обратно на стекло. Опять же, стекло нужно пролить хорошо, чтобы сухих пятен не было. Класть пленку нужно не спеша, не торопиться, спокойно все делать. Ага. Сначала опускаем нижний край. Он как бы стекает по стеклу, и мы аккуратно выставляем саму пленку. Угу. Все. Все, Андрюх, спасибо огромное. Теперь эти кусочки можно отклеить, чтобы они не мешались позиционировать материал. Старайтесь не перебарщивать с количеством мыла в растворе, чтобы у вас пленка не каталась по стеклу, иначе она будет стекать и падать вниз. Но не делайте раствор слишком сухим, потому что иначе вы не сможете ее растянуть так, как это нужно. Сверху мочим, чтобы ракель легче скользил. Очень много вариантов, кто чем раскатывает первично. Кто-то сразу жесткими выгонками типа Clearplex или еще, типа Clearmax или еще что-то. Но я предпочитаю сначала большие пузыри выгнать руками, а потом уже работать вот таким мягким алькантаровым ракелем. Выставляем верхний зазор. Он должен быть, как я и говорил, где-то приблизительно миллиметр, может быть меньше, может быть чуть больше. Можно немножко снизу пленку придержать, чтобы она не утекала вниз. И вот таким вот образом начинаем ее раскатывать.
То есть я сейчас жму не сильно, просто чтобы выгнать основную воду, и все. Если сейчас прожимать сразу слишком сильно, то пленка начнет липнуть, и у вас не будет возможности ее пододвинуть, отпозиционировать еще раз, если в этом есть необходимость. Я предпочитаю делать так. Все, мы основной воздух и воду вытолкали, то есть она сейчас лежит на тонкой пленке. Собственно, это то, что нам нужно. Все, первично я основные все такие пузыри разогнал, то есть сейчас есть возможность уже точно выставить стекло, как оно будет установлено в своем финальном виде. Вот, сейчас я именно выставляю вот этот верхний красивый зазорчик. Ну, также следим за боковым отступом, чтобы стекло у нас никуда не сползло. Делаем все красиво и аккуратно. Если хотите, можно еще раз прожать все этим мягким ракелем. То есть вы видите, что вы толкаете много воды перед собой. Это нормально. Вот, и после этого уже начинать прожимать чем-то жестким. Вот, кто-то сразу жмет Blue-Max, кто-то Clear-Max, кто-то другими выгонками. Ну, я для себя выбрал две, это Clear-Max и Blue-Max. Иногда я работаю сразу Blue-Max, потому что он жесткий, ну, так, под настроение. Но сейчас, вот чаще всего я сначала первый раз прожимаю все Clear-Max, потому что он такой более какой-то эластичный, можно какие-то вот краешки облизать. Вот, а после этого уже, когда я убедился, что все хорошо, что стекло чистое, все в порядке, я прожимаю Blue-Max. Когда мы начинаем работать с твердыми выгонками, такими как Blue-Max и Clear-Max, не забывайте смачивать стекло, иначе они будут хреново скользить и вообще можно, в принципе, поцарапать стекло. Итак, начинаем с Clear-Max, нажим средний. Я не ставлю задачу высушить стекло с первого движения, я просто выгоняю большую часть воды и заодно как бы смываю стекло, смотрю, все ли у меня в порядке, нет ли какого-то мусора или еще что-то. Опять же, кто-то сразу смывает стекло после того, как вытолкал основную воду, да, то есть какой-то тонировочным сгоном для стекла, чтобы посмотреть, насколько стекло чистое. Вот. Ну, я этого не делаю, возможно, это моя ошибка, но я вот привык работать так, в принципе, все нормально. Да, еще такой совет. Вообще, чем меньше размер спрея, да, чем меньше размер капелек на стекле, тем лучше будет скользить выгонка. То есть вот у меня сейчас стоят довольно крупные, но в целом это не мешает, но я замечал, что если поставить спрей на самый минимум, то есть чтобы у вас просто летела водяная пыль, то вот это самый идеальный расклад для того, чтобы прожимать стекло. Я сейчас, можно сказать так, немножко в произвольном порядке прожимаю стекло. Я делаю акцент на то, чтобы просто оно у меня не сместилось никуда в сторону, чтобы оно осталось на своем месте. Вот. И после этого я уже буду финально его сушить. Поэтому движения у меня такие, то есть во все стороны получаются. А когда мы уже финально сушим стекло, я предпочитаю работать только сверху вниз по направлению, как течет вода. Сейчас я уже работаю с таким довольно сильным нажимом, то есть сейчас я уже непосредственно сушу стекло. Сейчас мы сгоняем всю прям лишнюю воду, которая есть, вниз. На всякий случай придерживайте пленку снизу, чтобы она не сдвинулась. Отдельно можно вот так вот подбивать верхний край, прожимать, потому что на самом деле вся вода, которая у вас периодически будет появляться, она вся затекает через верхний край. Поэтому ему всегда нужно уделять максимальное количество внимания и следить. Ну, вот сейчас можно сказать, что мы первый раз просушили стекло, жестко прожали. Вот. После этого я убираю Clear-Max, то есть я уверен, что пленка у меня не сдвинется, то, что она уже хорошо сидит на стекле, я могу начинать работать Blue-Max. Если вы в этом не уверены, вы можете
дать пленке постоять 5 минут, чтобы клей немножко отработал, вот, и после этого брать уже более жесткую выгонку и продолжать прожимать. Когда работаете блюмаксом, не бойтесь на него давить сильно. Он сделан для того, чтобы работать жестко. И такие пленки, как Clearplex, нужно прожимать жестко, потому что она толстая и под ней всегда остается много воды. В принципе, вы всегда будете видеть, что перед выгонкой бежит вода под пленкой, которую вы, собственно, выдавливаете. Вот. И это для вас будет индикатором того, что под пленкой все еще есть вода, то есть можно продолжать работать. Я, честно говоря, не скажу вам, сколько именно раз нужно прожать стекло той или иной выгонкой. Ориентируйтесь на то, что вы видите перед своими глазами. То есть, если вы видите, что вы все еще толкаете воду, значит, прожимайте дальше. В общем и целом, как опыт показывает, не только мой, но и моих коллег, вообще, кто-то просто 2 раза прожимает все блюмаксом, и все, этого достаточно. Оставшаяся вода, она просто высыхает, и все. Вот, но я лично считаю, что лучше немножко перестраховаться, да, немножко попотеть и прожать еще лишние 2-3 раза, чтобы стекло было изначально максимально сухим, чтобы оно сохло быстрее и приняло свой окончательный внешний вид максимально быстро. Вот. Это, скажем так, ускорит процесс сушки стекла. Я оставляю небольшой отступ сверху. Вы видите, да, что я начинаю жать где-то отсюда, потому что здесь менее сподручно это делать. Вот, и отдельно дожимаю наверх, то есть выдавливаю воду наверх, и она падает вот сюда по желобу, стекает вниз. То есть обратно под пленку ничего не подсасывается, и, соответственно, снова вода не течет под пленкой. Да, ребят, я сразу еще хочу такую оговорку сделать, что я не считаю себя каким-то гуру в этом деле. Я даже больше скажу, я не тонировщик. Поэтому наверняка опытные тонировщики или люди, кто работает со стекольными пленками, могут усмотреть какие-то ошибки в том, что я делаю. Вот. И я сразу говорю, что если вам есть что сказать по делу, без негатива и конструктивно, пожалуйста, напишите в комментариях, я вам буду признателен, если вы можете дать какие-то дельные советы. Если вы будете писать всякий бред и просто какое-то говно, я вас буду банить, а такие комментарии удалять. Ребят, я закончил прожимать пленку, сушить. Сейчас, скажем так, один из очень важных этапов. После того, как вы все прожали, убедились в том, что стекло у вас чистое, все хорошо, нужно обязательно прогреть края пленки. Это очень важный этап, который влияет на всю дальнейшую эксплуатацию. Для этого нужно либо жесткой выгонкой, такой как Clearmax, прям акцентированно прожать где-то первые 5-6 сантиметров от края, либо взять чизлер, завернуть его, не знаю, в какую-то мягкую тряпку, такую есть для оптики такие салфеточки. Они не как микрофибра такие пушистые, а просто такой с ровной текстурой. Вот. И чизлером прям сильно-сильно прожать. Вот. Плюс после этого обязательно нужно все это дело прогреть феном. Вот. И после этого я рекомендую оставить машину хотя бы часов на 10 в теплом помещении, чтобы гарантировать, что клей сработает, да, и после этого уже можно выдавать машину клиенту. Вот, после этого я считаю, что установка Clearplex окончена, да, и вы можете давать гарантии на свою работу. Ребят, надеюсь, что это видео было полезным для вас, вы
увидели, да, основные этапы установки пленки Clearflex. Понятное дело, что это видео носит ознакомительный характер, то есть это не прямое обучающее видео, потому что очень много нюансов, аспектов, которые по-хорошему нужно раскладывать на 3-4 видеоролика поэтапно, потому что очень много нюансов с работой вот с данным материалом. Вот, если опять же, да, вы меня поддержите лайками и просмотрами, да, тем самым вы меня смотивируете сделать продолжение, где мы сможем поэтапно рассмотреть все процедуры, да, и более конкретно все аспекты, скажем так, развернуть. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, пока!